Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю необычный десерт – запеченное молоко с золотистой корочкой. Фактически это запеченный нежный молочный ванильный заварной крем с легкой карамельной корочкой сверху. Простой десерт из молока, яиц и крахмала. Обязательно его приготовьте. Это просто и очень вкусно. Для рецепта мне понадобится. До начала приготовления я подготавливаю форму. Размер 21 на 21 см. Хорошо смазываю и дно, и бока сливочным маслом. В миску всыпаю сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. Добавляю кукурузный крахмал, пол чайной ложки соли. Хорошо перемешиваю. Разбиваю 2 средних яйца и хорошо все перемешиваю. При необходимости добавляем немного молока. Масса должна получиться очень однородной, без комочков. Получилась вот такая очень однородная масса. Сразу в нее добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Вливаю в кастрюлю молоко. Доведу его почти до кипения. Часть горячего молока вливаю в яично-крахмальную смесь и хорошо перемешиваю. Полученную смесь вливаю в оставшееся молоко и при постоянном помешивании варю заварной крем, пока он загустеет и закипит. Огонь надо сделать тише. Пошли пузыри, крем готов, снимаю его с плиты. Продолжаю его еще перемешивать, так как кастрюля горячая. И сразу же сюда добавляю кусочек сливочного масла. Хорошо перемешиваю. Получился вот такой очень гладкий заварной крем без единого комочка. Переливаю его в заранее подготовленную форму. И хорошо все разравниваю. И теперь закрываю его сверху пленкой в контакт. Крем я оставляю на столе, чтобы он остыл до комнатной температуры, а затем отправлю в холодильник. Он должен быть полностью холодным. Крем хорошо застыл в холодильнике. Достаю его из формы. Аккуратно вот так пройдитесь по краю формы, он хорошо отстает. И сейчас я его разрежу на кусочки. Сначала разрежу пополам. И каждый кусочек еще пополам. Конечно, размер кусочков выбирайте сами, какие вам больше нравятся. Я буду делать вот такой прямоугольной формы. Можно разрезать на квадратики. Вот такие кусочки молока получаются. Они очень упругие, великолепно держат форму. Выкладываю кусочки молока на противень, который я выстелила пергаментной бумагой. У меня не все кусочки одинакового размера, но в этом нет ничего страшного. И сейчас все кусочки я сверху смажу желтком и молоком. Хорошо разбалтываю. Конечно, в классическом рецепте делается жареное молоко. Его обжаривают на растительном масле. Но у нас сегодня совершенно получается новый десерт. Молоко будем запекать в духовке. И чтобы оно получилось румяным и красивым, сверху смазываем желтком с молоком каждый кусочек. И для образования карамельной корочки предлагаю присыпать еще немного сахаром. Я использую коричневый тростниковый, можно использовать и белый. Буквально по щепотке сахара. И отправляю все запекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно минут на 20. Надо, чтобы сверху образовалась красивая румяная корочка. Посмотрите только, как красиво подрумянился сверху десерт. Вот это молоко, оно получается сверху реально как будто поджаренное. В конце ненадолго я включила гриль, чтобы сахар сверху вот так расплавился и подрумянился. Даем десерту чуть-чуть остыть и можно подавать его к столу. Его можно подавать теплым или охлажденным.
Если любите простые домашние десерты, обязательно попробуйте.